Северная Польша, бывшая некогда частью Тевтонского ордена, всегда была большой кладезью культурного наследия тех времен. Несмотря на тяжелую историю и бесчисленное множество войн на этих землях, до сегодняшнего дня дошло более 10 величественных замков крестоносцев. И Квидзин – один из таких замков. Уже на въезде в город мы заметили возвышающиеся кирпичные стены и башни. И это понятно, ведь здание крупнее, чем этот замок, в городе за более чем 700 лет так и не появилось. Вообще, первое упоминание о поселении на месте нынешнего Квидзина относится к XI веку. В последующие столетия, уже будучи в статусе города, он успел побывать частью Тевтонского ордена, Восточной, а также Западной Пруссии, Германии, и только по завершении Второй мировой войны вошел в состав Польши. Причем значительная часть польского населения была намеренно переселена сюда из других регионов. Интересным является также то, что часть старого центра города была демонтирована и использована как материал для послевоенного восстановления Варшавы. Мы обнаружили несколько входов в замок, но актуальным для нас оказался только один, около надписи «Музеум». Внутренний двор или дединец не имел четвертой стены, но и оставшиеся три передавали дух времени. Времени жестокого средневековья, когда только укрепленные замки могли спасти от завоевания твоих земель соседними государствами. Наша прогулка началась с подземных помещений, использовавшихся ранее в качестве винных погребов и камер для пыток. Осмотрев небольшую выставку стеклянных изделий, в соседней комнате мы наткнулись на тело, подготовленное к сожжению, а также экспозицию, посвященную захоронению мертвых. После подвалов указатели вывели нас в длинный 55-метровый коридор, ведущий прямиком в санитарную башню, Данскер, другими словами, туалет. Считается, что в мире нет более длинных галерей, ведущих к Данскеру, чем эта. Следующие залы, по которым мы ходили, были также достаточно интересно обставлены и рассказывали о быте, народной культуре и истории Северной Польши. А в последней для нас комнате на этом этаже замка мы нашли творческий уголок, где детям и взрослым предлагалось немножко поиграть с одной из вариаций тевтонского герба. После осмотра основной экспозиции дети изрядно подустали, и последний этаж, уводящий от наскучившей истории, оказался как нельзя кстати. А посвящен он был полностью флоре и фауне Польши. Все представители животного мира, начиная от насекомых и заканчивая птицами, выглядели как живые. Время здесь пролетело быстро и интересно. На улице тем временем поднялся небольшой ветер, который через пару часов разгонит облака и позволит посмотреть на замок в красивом свете. А пока мы отправились побродить вдоль замковых стен, посмотреть снаружи на тот самый Данскер и окинуть взглядом окрестности. После не самого вкусного обеда в едва ли не единственном на районе ресторане мы вернулись к замку, чтобы сделать еще пару фото и видеозарисовок перед тем, как сесть в машину и продолжить наш путь к следующему Тевтонскому замку.